Привет, друзья, с вами Герман. В этом видео расскажу вам про очередной сайт на Tilda, который я делаю. Скоро я начну делать этот сайт, у меня на него карт-бланш от моего старого заказчика по поводу дизайна, и это мне позволит сделать для вас что-то действительно интересное и интересное для себя и своего портфолио, так что погнали. Итак, заказчика зовут Владимир, мы уже делали ему сайт для его проекта PickPoint, и он запускает еще один IT-сервис, это VPN. Называется он Adios, он на английском языке, и сейчас я начну его делать. Итак, у меня есть техническое задание, ну, не то чтобы прям техническое задание, нечто примерное, однако все довольно хорошо прописано. Там есть примерные референсы, там есть содержание всех 4 блоков, которые мне необходимо сделать, а из его пожеланий было лишь то, что он хочет большое количество анимаций на этом сайте. Ну и для начала, так как это мобильное приложение для айфона и телефонов на Android, нам необходимо поставить на мой старый айфончик это приложение и понаделать скриншотов, а может быть даже и видео записать. С учетом примеров заказчика я решил, что у меня уже есть отличное решение для этого сайта. Когда-то довольно давно я делал вот такую вот красоту, и, к сожалению, мне не удалось ее воплотить в жизнь до конца, потому что бизнес, которому я делал этот сайт, до конца создания сайта не дожил. А заказчик вообще куда-то испарился, и мне было очень обидно вложить туда такое большое количество времени и сил, и понять, что это никогда никто не увидит. Удобство работы в Tilda, что имея достаточное количество проектов за спиной, ты можешь просто начать дизайнить непосредственно сразу в Tilda, минуя фигму. Я, кстати говоря, недавно смотрел свою папку с остатками от проектов. Я обычно сохраняю всякие штуки, которые я делаю для проектов, фотографии, материалы. Там было порядка 650 папок. И это только те, что я сохранил. Так вот, за эти 650 сайтов я еще немного обленился, поэтому первый блок, а как вы понимаете, это будет Zero блок, я сразу же сделал с автоскейлом grid контейнера до window контейнера, потому что я ленивый. Далее сделал фон черным и сделал небольшую белую рамочку толщиной 1 пиксель, которую я сделал слегка прозрачной. И после этого я пошел в фигму делать блюр-овалы, блюр-кружки, всякую фигню, которая тут должна создать мне градиент на черном. Короче, смысл в том, что заходя в фигму, ты добавляешь туда фигуру, набалтываешь эффект блюра до неприличия, и вот это вот размазанное цветное пятно экспортируешь как PNG или SVG. Но я экспортирую как PNG, потому что SVG не всегда корректно обрабатывается браузером. Например, на Firefox у меня иногда возникают проблемы. В качестве акцентных цветов я решил взять красный и голубой. После этого я вставил несколько из этих кружков сразу в Zero блок и начал думать. От дальнейшей работы меня останавливало то, что мне не совсем нравился логотип, который они используют, и я решил, что мне нужно его немного переделать. Без фанатизма, просто и понятно. Дело в том, что логотип, который был до этого, мне показался слишком сложным в восприятии. Знаете, сейчас вот мода на упрощение, в том числе в логотипах. Обратите внимание, какие они все простые. И несомненным плюсом этого является узнаваемость. То есть простая, понятная форма, которая видна издалека, легко распознается и так далее. И я начал рисовать на бумаге. Да, ребята, до сих пор себе не купил iPad для рисования. И, наверное, вряд ли буду его покупать, потому что изначально я, бывает, просто нарисую что-то на бумаге, а потом тупо переношу в фигму. И делаю сразу в векторе. Короче, в основе я решил, что это должен быть треугольник с закругленными краями. Потому что простая, приятная, похожая на гитарный медиатор форма, она запомнится. А еще она отдаленно напоминает букву А, что тоже неплохо. Ведь А это первая буква названия приложения Adios VPN. Затем я подумал и решил, что было бы неплохо сделать эту штуку полой, а внутри сделать что-то связанное с интернетом, с технологией передачи данных и так далее. И первое, что мне пришло в голову, это Wi-Fi. Поэтому я добавил туда волны. А еще, что мне сразу же после этого пришло в голову, что это дело нужно анимировать. Зайдя в фигму и отрисовав уже основу в нескольких цветах, я начал делать несколько вариантов, где последовательно менял цвет полосок, чтобы из этого можно было потом сделать вот такую вот анимацию. Загрузив новый логотип в Zero блок Tilda, я подставил одну картинку под одной. В самый низ я поставил базовое состояние. И над этим базовым состоянием было несколько слоев, последовательно меняющих отображение логотипа. Одна картинка на другую должна была сменяться по таймингу, мне осталось только рассчитать этот самый тайминг. Верхние слои я отключил и оставил только базовый слой, на который мы накладываем другие слои, и первый слой из наложения, и ему я собирался сделать анимацию. Мне бы не хотелось, чтобы этот логотип постоянно моргал, и эти волны друг друга сменяли постоянно, поэтому мне бы хотелось
сделать после одного цикла довольно продолжительную паузу. И эту паузу я решил сделать именно в самом начале цикла. Таким образом, мы бы в любом случае дали странице загрузиться перед тем, как начнется анимация, а также между каждым циклом у нас была бы некая пауза. Поэтому на первом шаге я дал этой истории 3 секунды, когда она полностью прозрачна и ничего не происходит, и зритель будет видеть базовый слой. И только через 3 секунды что-то начинается. Поэтому первый шаг 3 секунды. Затем же я начал прописывать шаги. Для удобства и наглядности каждый шаг я прописывал отдельно, без всяких дилеев и прочих историй, чтобы наглядно перед глазами видеть, что у меня происходит. Поэтому после 3 секунд ожидания за 1/10 секунды прозрачное становится видимым. И далее из моих расчетов 0,7 секунд оно должно оставаться видимым, потому что таково время цикла. И потом за 0,1 секунды эта история должна вообще исчезнуть. И все повторяется с настройками Loop. Наверняка сейчас выглядит странным, что каждый этап анимации у меня и каждая 1/10 секунды у меня отдельным шагом, но на самом деле я сделал это для удобства, потому что потом я просто один раз нажал скопировать это здесь, вставил эту самую анимацию в следующий слой, который я сделал видимым, и в нем на 1/10 секунды как раз таки сместил момент, когда прозрачное становится непрозрачным. Таким образом я задал следующий шаг. И так я повторил до конца все 4 раза с каждой фигурой, которая сверху. Ну и, естественно, на этом шаге я тоже пошел проверить, как это дело выглядит на опубликованной странице. Меня, в принципе, все устроило. После этого справа от логотипа мне подумалось, что было бы неплохо написать название этого самого VPN, что я и сделал. Adios VPN я вставил сюда. А снизу было бы неплохо написать, что это такое, потому что не все понимают, что это, зачем это. Короче, я написал некий H1, который и для SEO в том числе хорошо. Fast Private VPN with Great User Experience. Нормально, понятно, к тому же это было в текстовке, которую мне прислали. Далее я добавил несколько преимуществ в виде цифр. Потом я планировал туда добавить анимацию с нулем, в котором у меня последовательно сменяются цифры от 0 до соответствующего числа. В самый низ я поставил 2 кнопки для скачивания этой программы на iOS и Android. Сами эти кнопки я нашел в готовой библиотеке Figma, они в общем доступе, вы можете ими пользоваться, скачать. Но то, что я доделал уже от себя, я сделал инверсивное состояние у этих кнопок. Когда они не черные с белым текстом внутри, а белые с черным текстом внутри. Это я сделал для состояния наведения мышки на эти самые элементы. В наши дни уже нельзя делать кнопки, которые не реагируют никоим образом на наведение мышки. Поэтому даже для этих кнопок я сделал некое состояние, которое предполагает, что нажатие на них к чему-то приведет. Хотя вообще этим кнопкам, как правило, никто дополнительных состояний не задает, потому что я никогда ни на одном сайте не видел, чтобы кто-либо так делал. Справа от надписи по композиции я запланировал, что у меня там будет телефон или телефоны. И в итоге я нашел пару прикольных макапов в интернете 16-го айфона и решил, что даже не буду вешать туда Android, это никого вообще не волнует. Android добавлю где-нибудь ниже. Один из макапов был как бы плоский, другой повернутый. Так как приложение при включении начинает закручивать некую такую фигуру в центре, я решил это придать тому самому айфону, который сделан перпендикулярно взору зрителя, то есть вот этот. Так что я вырезал из приложения крутящийся шарик, вставил его прямо в центр телефона. Телефон я чуть-чуть повернул. Телефон, который был немного развернут к зрителю, туда я вставить такую штуку не мог, мне бы пришлось сделать какую-то более сложную лотти-анимацию или вставлять гифку, но Тильда не любит гифки внутри себя, она их нещадно сжимает, а какую-то сложную анимацию или плеер, честно говоря, мне показалось слишком жирно вставлять на первый блок, потому что это довольно сильно бы замедлило и без того не сильно быстро работающую Тильду. В целом эта композиция мне нравилась, но она мне показалась немного статичной. Мне захотелось, чтобы телефончики ездили вверх-вниз. И если правому телефону я могу просто задать цикличную анимацию, где он ездит вверх-вниз, то левому телефону я смог задать анимацию только благодаря недавним нововведениям в эту самую Тильду. Потому что у меня уже есть там вращающийся элемент, и добавить ему еще один вид анимации до недавнего времени было нельзя. Но в прошлом году Тильда выкатила офигенное обновление, в котором вы можете теперь просто выделить 2 элемента, в том числе элемент, в котором уже есть анимация, обернуть эти элементы в группу,
группу, сделать эту группу объектом и этому уже новому объекту добавить еще анимацию. В итоге у меня получилось, что у меня есть крутящийся элемент внутри группы, которая тоже двигается. Если вы на эту фишку не обратили внимания в моих предыдущих видео, то обращайте внимание сейчас. В итоге я задал телефоном возможность движения вверх-вниз, и выглядит это сейчас вот так. На этом я решил с анимацией на первом экране не останавливаться, потому что, как вы помните на том примере, который у меня так и не сработал в итоге, там у меня еще и буквы разъезжались, и я решил воплотить это здесь тоже. Для этого все название этого приложения я сделал отдельными буквами, а букву A вообще картинкой. Буква A у меня должна была атаковать пользователя, налетая на него вот так вот, и становясь при этом прозрачной. И это все должно было зависеть от скролла. Но я выявил небольшую проблему. Если я делаю изначально картинку и уже этой картинке задаю анимацию наезжания на пользователя в step-by-step animation, пошаговой анимации, то когда буква доезжает до пользователя, пользователь видит вот такую вот некрасивую лесенку по краям этой самой картинки. Причина в том, что когда вы загружаете ту или иную картинку в тильду, тильда сжимает ее на несколько состояний для разных разрешений, и в зависимости от размера шейпа или объекта, куда вы вставляете эту самую картинку, выдает картинку нужного разрешения. То есть если я вставляю вот в такую маленькую рамочку картинку, там максимум будет разрешение 300 на 300 пикселей. Если вы натянете 300 на 300 пикселей на весь экран, у вас будет некрасивая лесенка. Тогда я подумал, может быть, векторный SVG спасет ситуацию, но, к сожалению, анимация с ним очень сильно глючевая. Мне пришлось отказаться от этого варианта. Поэтому мне нужно было тильду обхитрить. Для этого я сделал изначально большую букву. Таким образом, тильда при загрузке страницы увидит: ага, тут такой здоровый шейп, можно спокойно загружать сюда довольно большую фотографию. 600 на 600 или там 900 на 900 пикселей. Но при этом первым шагом анимации я делаю изменение размеров этой буквы до размеров строки, чтобы она выглядела одинаково с буквами, которые справа. Таким образом, при загрузке страницы у меня появляется картинка с высоким разрешением, но сразу же сжатая анимацией до нужных мне изначальных размеров. А когда человек начнет скроллить, эта картинка разъедется во все стороны, и при этом, имея хорошее базовое разрешение, она будет выглядеть аккуратно, без всяких пиксельных лесенок. Но на этом я тоже решил не останавливаться. У меня был некий базовый голубой цвет, который уже использовался в логотипе, на первом блоке и вообще в старой версии логотипа. И я подумал, а было бы неплохо сделать так, чтобы второй блок этого сайта был цветной, на голубом фоне. Но смену этого самого фона мне захотелось сделать какой-то необычной. Сначала я решил сделать просто два больших круга, которые наезжают на содержание первого блока и тем самым перекрывают собой контент, меняя эффект на цвет. Но эти круги я уже делал на нескольких сайтах. Мне, честно говоря, они уже поднадоели. Хотя сам эффект смены блоков мне по-прежнему нравится. Я решил, а почему бы не сделать крутящиеся медиаторы огромного размера, которые бы замещали с собой первый блок этого сайта. Так я, собственно, и поступил. И чтобы пользователю было понятно, что это те самые треугольники с закругленными краями, я сделал так, чтобы при наезжании на первый блок они немного крутились. И таким образом пользователь понимал, что ага, это просто огромный треугольник с закругленными краями, черт побери. Короче, такой сменой блоков я остался вполне доволен. Следующий блок — 4 преимущества. Я решил тут сильно не мудрствовать и сделать стандартный абсолютно блок, где у меня иконка, заголовок и текст под ним. Но при этом я хотел добавить и этому тоже анимации, чтобы по мере скролла эти блоки появлялись. То есть именно у пользователя была власть над процессом. И он мог как прокрутить вниз и увидеть это, так и прокрутить наверх, сделать так, чтобы оно скрылось, и буква А встала вновь на свое место на первом блоке. На третьем блоке, исходя из технического задания, у меня был лишь заголовок и текст. Честно, я понимал, что никто нахрен этот текст читать не будет, он там просто чтобы быть. А еще, как говорил Женя из Апрок, многие дизайнеры любят сбавлять темп после нескольких первых ярких блоков, упрощая свою работу. Он имел в виду уровень насыщенности, уровень эмоционального заряда. И когда ты изначально задаешь высокую планку,
то ты не должен ее снижать по мере прокрутки сайта вниз. И поэтому, как он и говорит, я решил не сбавлять темп аж до самого футера. Вот в футере я анимацию делать не буду. Благо футер довольно скоро. В общем, в этом блоке я решил сделать телефончики, которые едут слева направо с небольшим шлейфом. И я бы хотел, чтобы все это точно так же зависело от скролла, а заголовок и описание, которые здесь есть, поедут на следующий блок. Потому что на следующий блок у меня просто нет текстового контента, поэтому я заберу текстовый контент отсюда, и он поедет дальше. Конечно, в этом блоке я бы мог сделать просто телефон, едущий слева направо. Но, во-первых, в этом сайте я легких путей не искал. Во-вторых, не было бы эффекта возникновения шлейфа. Да, телефон бы ехал, но это было бы не так прикольно. В итоге мне пришлось расставить телефоны на равном расстоянии друг от друга. В каждый из телефонов мне нужно было загрузить соответствующий макап, причем в левых телефонах в макапе у меня выключенное приложение, в правых телефонах в макапе у меня включенное приложение. И в самом конце я туда даже Android впендюрил, потому что на Android приложение тоже есть. И я в итоге добился эффекта, что как минимум 3 телефона единовременно на экране видны. При этом крайний правый и крайний левый наполовину прозрачны. Центральный всегда как бы в фокусе. Также я подумал, что хотел бы снова сделать смену фона с синего на черный. На черном типа завершить. Но я бы хотел сделать ее не менее эпичной, чем она была у меня до этого. А может быть даже более эпичной. Короче, я решил заморочиться. Я захотел сделать так, чтобы весь экран каскадно заполнялся треугольниками со скругленными краями. При этом при появлении треугольники слегка вращались и поочередно заполняли собой весь экран и весь контент этого блока. Короче, чтобы это выглядело красиво, и, как вы понимаете, такого рода анимация отняла у меня огромное количество времени. Знал бы я, конечно, тогда, что потрачу на это часа 2, все равно бы сделал, потому что эффект мне очень нравится. Мне бы хотелось, чтобы телефоны, которые были в правом верхнем углу, они скрывались в последний момент. Короче, вот что у меня получилось, как по мне выглядит эффектно, и я не жалею ни секунды, которые я потратил на создание такого рода анимации. При создании такого рода анимации больше всего времени заняло именно тестирование и проверка. Мне нужно было сохранить некую каскадность происходящего. И чтобы сохранить эту каскадность, мне нужно было очень четко подобрать тайминги появления элементов на экране, который едет с правильными отступами, плюс элементы, они расположены в разных местах, с разными координатами. Короче, проще всего, как ни странно было, не высчитать это, а именно сразу же на живую, сразу проверяя то, что у тебя получается. Короче, через какое-то количество итераций я закончил. И перешел к следующему блоку, куда у меня лениво съезжает заголовок и описание. Справа я сделал при этом некую имитацию телефона, внутрь которой я планировал вставить внутренности нашего приложения. Имитацию телефона я сделал из шейпа. Шейпу задал блюр, чтобы края были немножко как бы размазанными. Снизу я сделал градиентный переход в черный цвет прямо сразу же средствами Zero блока, без всяких левых инструментов. Когда мы оказываемся на этом блоке, ползунок из крайнего левого положения переезжает в крайнее правое и включается эта самая крутилка сверху. В этом случае эта крутилка включается один раз, и больше она уже назад не выключается. То есть как ни скролль, она остается крутящейся. В общем, я попытался скопировать то, что уже есть в приложении, чтобы задать некий вайб, типа вот включи и кайфуй. Слева я также сделал небольшую анимацию градиентных блюр-кружков, которые я изготовил еще для первого блока. Но чтобы сохранить некое единство стиля, я решил, что здесь они тоже могут быть. Почему бы и нет, к тому же у меня снизу оставалось пустое место, и оно выглядело слишком черным и пустым. Возможно, надо было оставить просто место снизу пустым. В общем, напишите в комментариях, может быть, эти два кружочка нужно вообще убрать. У меня, честно говоря, такие мысли в голове были. Ну и наконец-то я собирался сделать футер. Футер я сделал довольно быстро, туда я скопировал единственную анимацию, которая там есть. Я ее взял на первом блоке. И в принципе, как я и обещал, анимацию в футере я никакую не делал. Футер и футер. Затем у меня настало время мобильной верстки. И обычно мобильную верстку на тильде я делаю очень быстро.
очень быстро. Но не в этом случае. В этом случае мобильная верстка заняла у меня аж целый рабочий день. Часов 7, наверное, рабочих я провозился с мобильной версткой. Почему, спросите вы? Да потому что помимо десктопа, который я уже сделал, мне нужно было сделать еще 3 верстки. Планшет на боку, планшет вертикально и телефон вертикально. Телефон горизонтально я всегда из зероблока удаляю, потому что 480 пикселей по ширине это какое-то странное изображение для каких-то несуществующих устройств. Потому что телефон на боку это тот самый планшет 640. Поэтому для этого разрешения я мобилку никогда не делаю. Так вот, соль всего этого, что для каждого из этих разрешений мне необходимо было сохранить анимацию, потому что анимация это основная фишка этого сайта. И все тайминги, все положения элементов мне нужно было высчитывать заново, снова размещать, снова проверять, и заняло это у меня очень много времени. И я до сих пор не уверен, что я где-то не накосячил, так что если найдете косяки, welcome to комментарии, что-то я вас очень часто туда прошу что-нибудь написать, ну напишите уже что-нибудь. В общем, потратив рабочий день на анимацию, я все равно остался доволен результатом, потому что мне все очень понравилось. Это один из тех немногих сайтов, где UI должен быть красивый, эффектный, а UX вообще нафиг никому не нужен, потому что кто это будет читать? Кто будет нажимать кнопки на этом сайте? Наверное, никто. Именно поэтому я сделал менюшку в виде гамбургера даже для десктопной версии. Вы знаете, как я ее в кавычках люблю. Это нифига не удобно для навигации, но кто будет использовать навигацию на сайте из 4 блоков? Крутите, как говорится, и любуйтесь тем, что я там наворотил. Ну что ж, ребят, если вам вдруг нужен сайт, вы знаете, кому писать. В описании под этим видео также есть ссылка на сайт, вы можете посмотреть, что там у меня получилось. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, где бы вы его не смотрели, напишите уже наконец свой комментарий, черт побери. И мы с вами увидимся в следующем видео. Не гарантирую, что скоро, потому что работа меня в связи с весной, наверное, навалила. Кстати говоря, работа по веб-дизайну довольно сезонная. Я заметил, что именно весной очень много народу обращается за созданием сайтов. Наверное, холод отходит, зимняя хандра тоже, и у людей появляется желание что-то делать, что-то творить. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain.